Зимняя буря накрыла окраины Колорадо-Спрингс, когда бывший боец спецподразделений ВМС США Майкл Риверс возвращался по пустынному шоссе. Резкий порыв ветра и движение у обочины заставили его остановиться. В снежной пелене он разглядел женщину, идущую против стихии, с младенцем на руках и несколькими детьми, которые едва держались на ногах. Их одежда была слишком тонкой для такой ночи, а следы уже исчезали под свежим снегом. Майкл, привыкший к выживанию в боевых условиях, понял, что они не дойдут. Он забрал их в старый пикап и увез в уединенный дом на окраине города, где когда-то собирался пережить зиму в одиночестве. Женщину звали Лорен Блэквуд. Она была истощена, но держалась с тихим упорством человека, который давно научился терпеть боль молча. Дети быстро уснули в тепле, а дом наполнился редким ощущением безопасности. В последующие дни стало ясно, что Лорен бежала от разрушительного брака, в котором страх стал частью повседневной жизни. Майкл, сам живший с тяжелым грузом прошлого и вины за утраты, не задавал лишних вопросов, но создавал вокруг нее и детей порядок и защиту. Постепенно между ними возникло доверие, основанное не на словах, а на поступках. Правда всплыла неожиданно. Много лет назад Майкл выжил в горной аварии благодаря незнакомцу, погибшему, спасая его. Этот человек оказался отцом Лорен. Осознание связало их судьбы болью и тяжелым молчанием. Прощение не пришло сразу, но необходимость заботиться о детях оказалась сильнее прошлого. Когда вмешались власти, история Лорен была услышана, и ей удалось законно защитить себя и детей. Дом Майкла перестал быть временным убежищем и стал местом, где начала формироваться новая жизнь. Он ремонтировал стены и крышу, она возвращала дому тепло и смысл, а дети снова научились смеяться без оглядки. Весна пришла незаметно. Снег сошел, уступив место земле и свету. То, что началось как случайная остановка на зимнем шоссе, превратилось в общий путь. Две сломанные жизни, встретившиеся в самый холодный момент, нашли опору друг в друге и доказали, что даже после долгой зимы человек может начать сначала, если он больше не один. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.